Всем добрый день! Сегодня мы приехали на рынок на Клеа, где продаются морепродукты. Тут же их жарят и по вашей просьбе, тут же кушают. Здесь поляночка находится на рыбном рынке на Клеа. Также детские горки, детская площадка, детские качели, они вон там чуть-чуть подальше, мы туда уже не пойдем. Ну, если вернемся, то засниму. А вот так вот тайцы вообще в тени сидят, поедают то, что им приготовили, пожарили прямо на рынке. Сейчас мы туда как раз и отправим. Так, я захожу на рынок для того, чтобы заснять весь этот хаос, который творится здесь. Потому что просто так описать. Вот я со стороны, это первый вообще прилавок, где продаются сушеные кальмары, рыбы, креветки. Ну, типа нашего, наверное, полосатика. Устрицы замороженные обязательно. Но там дальше креветки, кальмары, крабы разных размеров. Пойдемте посмотрим, протиснемся через китайскую толпу. Здесь и тайцы, и китайцы. Так, раковины мне неизвестные, но на руке они вот так, полруки занимают, тяжелые. Так, это у нас небольшие лобстеры с икрой, креветки, вот эти с большими головами самые вкусные, толстенькие, вот эти вот тоже. А вот эти вот не очень, они длинненькие, но они не такие вкусные. Крабики. Соусы, ракушки, всякие приправы к ним, кальмары. Ой, дальше, наверное, уже не пойду, рынок просто бесконечный на самом деле. И в эту сторону можно пойти, в эту сторону. Короче, вот такая вот там торговля и толпа. Ну и в том месте, где жарят креветочки, вот как раз тут и парковка у них, и все. Недалеко от моря мы отошли. Здесь же жарят креветки, не буду к ним подходить. Ну, вот здесь такой ресторанчик небольшой, перекусить. Очень тематически сделано, все в виде сети, орхидейки. И на лавочках сидишь, кушаешь креветки пожаренные, крабы в том числе. Ну, мы сейчас встретили женщину, вот они фермеры, они занимаются добычей, я так поняла, вот этих устриц. Who pick up for you? You man? Yeah. Man, yes? Yeah. I met, yeah. I left my farm. Mm-hmm. I have farm in Sierra, not in here. But I said, And you send to this market, yes? You make yourself, your family help you, yes? yeah. Uh-huh. And after that you pick up to this market and Sriracha, yes? Yeah, from Sierra. I send to here, yeah. Окей, thank you. А это доселе мне неизвестное животное, очень похоже на лобстеры и креветки. Вот здесь вот он. Пика, они алай, чья лайка? Майчай кунг, чаймай? Канг. Какой-то канг. Угу. Окей, thank you. Все, мы поняли. Тут жареха. Дальше мы отправляемся в путешествие до водопада Чантате, если я правильно его назвала. Ну, находится он в 40 минутах езды от Паттайи. Конечно же, пропускной пункт, никуда не денешься. Платим деньги. How much? 15 бат мы заплатили и едем с вами дальше. Минут через 40 будет как раз... GPS работает. И минут через 40 у нас как раз будет остановка на небольшом водопадике. Чантатео, да? Чантатен. Я еще не запомнила это название. Сейчас мы находимся уже на территории зоопарка. Здесь есть обезьянки, вот они уже нас, походу, встречают. Вон они. Сидит уже, нажевывает что-то.
А у нас ничего нету, бросить им. А здесь можно даже, наверное, с палатками оставаться, ночевать. ข้างบนมีกวางด้วยจะขึ้นไปดูว่า Ну вот мы прибыли на водопадик. Сейчас, конечно, воды очень мало. Я представляю, что когда полноводье, здесь по камням плещется вода. Вот такие вот небольшие бассейники есть, чтобы покупаться. Вот дети плещутся, детям-то как раз сейчас самое то, наверное. И, конечно, сейчас дождей очень мало еще пока. Поэтому, да, вот такая даже суша в виде островка здесь вылезла. Но охранник нам сказал, который продает билеты, что сейчас действительно очень мало воды. А вот если приехать в другое время, после дождей, например, то здесь купаются и взрослые тоже. Ну что, нам сказали, что лучше идти наверх. Пойдем наверх. Там вроде как несколько уровней. Пришли мы на какую-то часть этого водопада. И говорят, здесь 3 части. Ну, так симпатичненько. Конечно, я представляю красоту, когда здесь больше. Гораздо воды. Вода чистенькая, прохладненькая. Не такая, как море в Паттайе. Например, море очень теплое, жаркое. Дети, помашите ручками. Сейчас пойдем дальше. Ну что ж, дальше я не пойду, потому что там все выше и выше. Есть чаши для купания, здесь действительно воды побольше. Но видно также по вот этим ложбинам огромным, что в сезон дождей, хотя сейчас сезон дождей, просто дождей нет, было давно, наверное, недели 2, то вот здесь вот тоже течет вода. И спускается она как раз вот туда вниз. Вот, видимо, здесь, где я стою, как раз тоже. Мне, честно говоря, напоминает наш Аршан в России. Вот отсюда я спустилась немножко и решила показать все-таки, что вот она, чаша глубокая. Достаточно глубокая, чтобы в ней купаться. Ну, плотненько, если то человек 10 поместится, а так, наверное, 2-3 будет очень комфортно. Привет!